ADX Florence – самая ужасная тюрьма в мире с невыносимыми условиями пребывания. Она расположена в самом сердце демократии, в США, округе Флоренс, штата Колорадо. У нее много прозвищ, например, «Горный Алькатрас», что показывает ее закрытость и серьезность. Сегодня мы расскажем, чем эта тюрьма отличается от остальных в мире и почему она несет в себе особенно суровый режим пребывания, при котором ее узники редко выживают. Тюрьма ADX Florence, которая находится в США в штате Колорадо, стала одной из самых строгих и безопасных в мире. Ее появление связано с необходимостью борьбы с высокопрофильными преступниками, считающимися особенно опасными для общества. Она была открыта в 1994 году и с тех пор стала домом для самых опасных преступников, например, террористов, серийных убийц и лидеров организованной преступности. Идея создания ADX Florence зародилась в далеком 1983 году, когда в федеральной тюрьме Марион, расположенной в штате Иллинойс, произошло ужасающее нападение со стороны заключенных на работников колонии, и даже колоссальные меры безопасности не спасли от бунта. Самое страшное, что Марион пришла на смену тюрьме Алькатрас, которая считалась самой строгой и жестокой. В США давно понимали, что необходимо улучшать системы безопасности в тюрьмах, а в случае с Алькатрасом считалось, что холодные воды не позволят преступникам совершить побег. Но и это не остановило беглецов. В 1962 году трое преступников совершили, возможно, успешный побег из этой тюрьмы. Из-за этого было принято решение ее закрыть в 1963, а опасные преступники из Алькатраса были перевезены в другие тюрьмы, большинство из них в Марион. Уже в новой колонии разрабатывались новые системы безопасности. В Марионе проверяли, поможет ли индивидуальное содержание заключенных и их почти полная изоляция безопасности самой тюрьмы. Идея была в том, что правонарушители не могли бы договориться между собой о нападении на охранников и попытке бунта. Но и это не помогло. В 1983 году с разницей в несколько часов двое заключенных, состоящих в одной преступной организации, зарезали двух охранников. Это стало толчком к созданию еще более высокого уровня безопасности. Если раньше высшим считался максимальный, то позже самым высоким стал супермаксимальный. Собственно, Марион и стал первой тюрьмой такого класса. Но уже тогда руководство колонии понимало, что модернизировать старые здания под новые требования нерационально. Намного проще будет построить новую тюрьму. Так и появилась ADX Florence. Архитектура и система безопасности тюрьмы были разработаны таким образом, чтобы исключить любые возможности для планирования побега или организации преступлений внутри тюремных стен. В ADX Florence настолько жестокие правила, что попасть в нее могут только отпетые преступники, либо будучи ее сотрудником. Лишь однажды посторонним лицам удалось побывать внутри. В 2007 году в тюрьме был организован двухчасовой тур для журналистов. ADX Florence произвела жуткое впечатление на этих репортеров. В здании царила гробовая тишина. Уровень безопасности был настолько высок, что даже мышь не смогла бы остаться незамеченной. Повсюду расположены камеры, датчики движения, а вокруг тюрьмы огромный забор из колючей проволоки. При этом стены внутри камер не пропускают ни единого звука. Такие условия впечатляют, не так ли? Но для работников ADX Florence это обыденность. Все это было организовано специально для безопасности персонала тюрьмы. Такие условия предназначены для предотвращения внутренних конфликтов. Стоит отметить, что камеры, в которых содержатся заключенные, выглядят очень даже аккуратно. Правда, выполнено все таким образом, чтобы преступник, даже если бы хотел, не мог себе навредить. Почти все внутри небольшой комнаты выполнено из бетона. Кровать представляет из себя специальный подиум со сглаженными углами, на котором располагается матрас, одеяло и подушка. Стол и стул также сделаны из бетона и тоже имеют скошенные углы.
У раковины отсутствует выступающий кран, а в туалете предусмотрена система, благодаря которой он моментально блокируется в случае засора. В душе установлен таймер, по которому выключается вода. Сделано это для того, чтобы заключенный не мог устроить потоп. Впечатляет? А что если мы скажем, что в камере даже есть свое окно? Да не простое, а очень большое. Ладно, это была небольшая шутка. Окно в камерах размером 10 на 120 сантиметров. Расположено оно так, чтобы преступник не мог сориентироваться и понять, где же он находится. Стоит отметить, что при хорошем поведении заключенные могут получить особые привилегии. Кроме еды, они могут получить прямо в камеру литературу и даже радио с телевизором. Правда, передавать по ним все равно будут только образовательные и религиозные программы. Но это хоть какое-то упрощение, ведь преступники содержатся в полной изоляции 23 часа в день из 24 возможных. И все это время они ни с кем не общаются. Единственный, кого они могут увидеть – работник, который разносит еду для заключенных. Правда, он никогда и ничего не скажет в ответ, а просто уйдет дальше выполнять свои обязанности. Раз уж мы заговорили о том, чем занимаются заключенные, важно подробнее затронуть эту тему. Как мы уже озвучили, лишь 1 час в сутки арестанты могут хоть с кем-то поговорить. Обычно им дается возможность пообщаться по телефону только с ограниченным кругом лиц, среди которых есть адвокат. Но если заключенный решит поговорить по телефону, то у него не будет прогулки. Кстати, про нее. Выходить на улицу, как вы могли догадаться, террористам и особо опасным преступникам никто не даст. Прогулка осуществляется в своеобразном бассейне. Это помещение на свежем воздухе, где заключенные видят только потолок. Сделано это, чтобы никто не смог определить свое местоположение. Помещение очень узкое, места хватит лишь на 10 шагов по прямой, а чтобы сделать круг, достаточно всего 31 шага. А если преступник не желает ни общаться, ни гулять, он может пойти позаниматься физическими упражнениями или посетить часовню. Самое интересное, что в ADX Florence, кажется, уделяют безопасности заключенных внимание намного больше, чем обычным гражданам. Например, еда для заключенных всегда особенная. Блюда подаются исключительно в виде пюре или каши. Все для того, чтобы исключить возможность арестанту навредить самому себе. А что делают заключенные все оставшиеся 23 часа в сутки? Они находятся в своих изолированных камерах. Как вы можете понять, это просто сводит их с ума. Ни единого звука, ни общения, ни каких-либо занятий. В тюрьме ADX Florence заключенным почти все время не дается делать вообще ничего. Слушая о том, какие условия содержания в этом исправительном учреждении, невольно задумываешься, каких ужасных личностей там содержат. Этот вопрос мы уже слегка затрагивали. Помимо террористов, в ADX Florence находятся особо опасные преступники, серийные убийцы и маньяки, а также предатели США. Например, в ней содержится Гарольд Николсон. Кто это такой? Это бывший агент Центрального разведывательного управления. Он был осужден по обвинению в шпионаже в пользу России, который осуществлялся в период с 1994 по 1996 годы. Его срок, наверное, один из самых легких среди всех заключенных ADX Florence. Его приговорили к 23 годам лишения свободы. Более жесткое наказание получил еще один шпион – Роберт Хансен. Этот мужчина – бывший сотрудник ФБР. Его осудили за 15 эпизодов передачи секретных документов государственной важности агентам внешней разведки СССР и России в период с 1979 по 2001 года. И как вы думаете, насколько его заключили под стражу? 15 сроков пожизненного лишения свободы без права на досрочное освобождение. Кстати, один из них он уже отбыл, ведь в 2023 году Роберт Хансен умер в возрасте 79 лет. А пока человечество не придумало способ воскрешения усопших, продлить наказание предателю невозможно. А кто из террористов содержится в ADX Florence? Например, Закариас Мусауи.
Этот гражданин Франции марокканского происхождения был одним из организаторов ужасающих терактов 11 сентября 2001 года. Его приговорили почему-то немногим меньше, чем за государственную измену, а именно на 6 пожизненных сроков. Но рекордсменом стал Терри Николс. Он вместе со своим помощником Тимоти Маквеем организовал теракт в Оклахома-Сити в 1995 году. В результате него погибло 168 человек, еще 680 пострадали. Тимоти Маквея приговорили к смертной казни, а вот Терри Николсу повезло немногим меньше. Его приговорили, внимание, к 161 пожизненному сроку заключения без права на досрочное освобождение. Кажется, даже после смерти этот террорист не будет свободным. Вообще, в ADX Florence может содержаться максимум 490 заключенных, но на данный момент там всего 335 преступников. Большую часть из них составляют преступники, которые были переведены из других тюрем за агрессивное поведение. Собственно, они и имеют больше всего шансов к улучшению условий содержания. Еще один интересный факт про ADX Florence: в тюрьме есть тревожная кнопка, нажав которую одновременно будут закрыты 1400 стальных дверей. Находится она в центре мониторинга, в котором круглосуточно находятся сотрудники и по камерам отслеживают все происходящее внутри стен тюрьмы. Для обеспечения дополнительной безопасности территорию ADX Florence все время патрулируют собаки. Но и это не все. Вокруг тюрьмы круглосуточно ходит до зубов вооруженный конвой. И как вы думаете, были ли попытки побега с такими условиями? Конечно же нет. Нет ни одного известного случая, даже попытки сбежать из ADX Florence. Вообще, вся идея тюрьмы заключалась, помимо уменьшения числа попыток совершения побега и поднятия бунта, в том, чтобы заключенные, будучи запертыми сами с собой, могли осмыслить все свои злодеяния и исправиться. Но на деле содержание в камере без какого-либо контакта с посторонними приводит лишь к психологическим проблемам. Даже ученые отмечают, что длительное нахождение в изолированном пространстве в одиночку в течение нескольких часов начинает воздействовать на психику человека. При этом в ADX Florence заключенные содержатся так десятилетиями. Некоторые личности говорят о том, что в таких тюрьмах проводят опыты над людьми, которые и заключаются в длительном заключении в одиночную камеру. New York Times рассказал печальную и тревожную историю заключенного ADX Florence по имени Джек Пауэрс. Его заключили под стражу за грабеж, а после отправили в это страшное место из-за побега из другой тюрьмы. Изоляция довела Пауэрса до безумия. Он отрезал себе мочки ушей, перегрыз палец и размозжил голову, чтобы ввести в свой мозг жидкость, насыщенную бактериями. Другой заключенный, Тревис Дусенбери, в интервью Marshall Project рассказывал, что внутри камеры на тебя нападает ужасающее чувство клаустрофобии, даже в случае, если вас не беспокоит этот недуг. Преступник отмечал, что ему помогало выжить абсолютно все, что менялось вокруг. Даже наступающая зима и снег за миниатюрным окном давали ему сил. Сам Тревис был переведен в ADX Florence за нападение на охранника в другой тюрьме и провел там 10 лет. ADX имеет 6 различных уровней безопасности. Заключенные могут перемещаться из строгого режима в менее строгий и, возможно, в другие тюрьмы. К слову, это не касается особо опасных преступников, например, террористов и личностей, которые угрожают национальной безопасности Соединенных Штатов Америки. Но даже после освобождения из одиночной камеры последствия изоляции сохраняются. В 1993 году врач по имени Стюарт Грассиан описал состояние под названием «синдром карцера», которое характеризуется паранойей, приступами паники, агрессией и психотическими симптомами. И этот синдром будет преследовать заключенных всю оставшуюся жизнь. 8-я поправка к Конституции США запрещает жестокие и необычные наказания. И учитывая известные психологические последствия одиночного заключения, разве тюрьмы, подобные ADX Florence, не должны быть объявлены вне закона? Кажется, подобные условия содержания – это самая настоящая пытка.
но условия содержания заключенных соответствуют всем конституционным нормам и законам. Неоднократно предпринимались попытки доказать в суде, что содержание заключенных в одиночных камерах в течение определенного периода времени не соответствует Конституции США. Однако все попытки были тщетными. Ни один суд в Америке не выявил нарушений. Однако со стороны международного юридического сообщества усиливается давление с требованием положить конец практике длительного одиночного заключения в США. Например, Организация Объединенных Наций установила правила Манделы, регулирующие обращение с заключенными. По ним запрещается использование длительного одиночного заключения и приравнивают подобное наказание к пытке. Длительным считается заключение длительностью больше, чем 22 часа в сутки. Правда, в ADX Florence все же были одержаны небольшие победы в борьбе за права заключенных. В 2016 году Бюро тюрем Америки урегулировало коллективный иск в отношении 100 психически больных заключенных, которым было отказано в специальных препаратах и которые оставались в ужасных условиях этой тюрьмы. Постановление привело к тому, что некоторых из наиболее психически неуравновешенных заключенных все же перевели в специальные федеральные учреждения, где они наконец-то смогли получить психиатрическую помощь. Оставшиеся арестанты, которые были признаны психически здоровыми, все так и отбывают свои жесткие наказания в одиночных камерах. Как мы уже отмечали, в тюрьме есть и более простые условия содержания, не только одиночные камеры с полной изоляцией. В ADX Florence могли содержаться и группы заключенных, но по предварительной проверке, которая постановила, что совместное заключение определенных преступников будет безопасным. Так вот, 21 апреля 2005 года в тюрьме все же случилось чрезвычайное происшествие. Члены мексиканской банды забили другого заключенного до смерти. Преступление, которое они совершили, было настолько жестоким, что даже медсестра, которая в лицо знала всех содержащихся преступников в тюрьме, не могла опознать личность погибшего, а медики, которые пытались понять, остался ли жив мужчина, не могли сделать этого. Определить жизнедеятельность мозга можно по реакции глаз на свет. Однако лицо заключенного было настолько изуродовано, что понять, где у него находятся глаза, было просто невозможно. К счастью, это ЧП стало единственным в истории ADX Florence. Сегодня вы узнали, наверное, о самой строгой тюрьме в мире, которая находится в США, а также услышали то, в каких страшных условиях в ней содержатся заключенные. Спасибо за просмотр и до встречи в следующих видеороликах. Пока!